Да не волнуйтесь вы так, с вашим датчиком все в порядке. Друзья, заметил, что ожесточенные споры о выборе эхолота и тем более датчика зачастую базируются на неверном понимании принципов работы устройства, и в большинстве случаев так называемые лидеры мнения в данном вопросе оперируют буквально детскими догадками, противоречащих элементарной физике, преподаваемой в средней школе. Поэтому по данной тематике я планирую подготовить несколько выпусков, в которых мы с вами попытаемся разобраться, как именно и по каким принципам работают рыбопоисковые системы, что в итоге позволит нам лучше понимать, что же мы видим на экране эхолота и почему. Итак, перед нами датчики эхолотов Lowrance, Garmin и Raymarine, предоставленные для тестов, обзоров, изучения и испытания магазином Александра Ховрина. При содействии стоматологической клиники Style S мы сделали рентгеновские снимки датчиков. Между прочим, отличная клиника, персонал и цены. А руководитель клиники Иван является активным членом сообщества рыболовов и водомоторников. Кстати, Иван для участников сообщества предоставляет скидки в 10% на все услуги клиники. В общем, наш человек. Ссылки на сообщество и на сайт клиники найдете в описании. А перед тем, как начать, на всякий случай предупреждаю. Никогда, никогда, никогда так не делайте. Не стоит рентгеном облучать датчики. Вероятность изменения характеристик пьезоэлектрических кристаллов последующим их отклонением от нормы составляет до 50%. И до 10% вообще выход из строя. Поэтому, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не повторяйте мой эксперимент. Итак, в целом с конструкцией датчиков по рентгеновским снимкам нам удалось понять. Но для уточнения некоторых деталей все же парочку пришлось распилить. Нашел неисправный датчик Raymarine HV100, о нем мы подробнее поговорим чуть позже, и датчик Active Image 3 в одном от Lowrance. К сожалению, не удалось найти неисправный датчик HD и датчик HD Fish Reveal. Убедительная просьба. Если у кого-то вдруг по каким-то причинам имеется неисправный датчик HD или HD Fish Reveal, пожалуйста, по-братски, не выбрасывайте его, пришлите его мне для уточнения пары деталей. Но к этому мы еще вернемся. Итак, на основании рентгеновских снимков давайте воссоздадим в виртуальном 3D-пространстве реконструкцию датчиков и детально рассмотрим устройства и принципы их работы. Начнем с датчика Active Image 3 в одном. Корпус датчика по большому счету представляет из себя компаунд, залитый в форму вокруг элементов сонара. Распаечную кроссплату и проводники, которые мы наблюдаем на рентгеновском снимке, воссоздавать не стал, принципиального значения они не имеют. В передней части датчика расположен так называемый классический сонар, он же чирп. Представляет из себя шайбу пьезоэлектрического кристалла, помещенную в экранирующий корпус, выполненного из желтого металла. Между экраном и непосредственно пьезоэлектрическим элементом имеется звукопоглощающий материал, он же выполняет функцию клеевой основы. Давайте его уберем и в дальнейшем не будем его отображать. Для тех, кто не знает, что такое пьезоэлемент, поясню. Это очень упругий кристалл. Если его деформировать, то при снятии деформирующего эффекта кристалл возвращается в свое первоначальное положение без инерционных колебаний. Под воздействием механических напряжений или звуковых волн пьезокристалл деформируется, происходит сжатие или растяжение, которое формирует электрические заряды. Это называется прямой пьезоэлектрический эффект. И наоборот. Если на кристалл подать электрический сигнал с заданными характеристиками, это вызовет механическую деформацию кристалла, которая в свою очередь производит трансляцию поляризованной звуковой волны. Это называется обратный пьезоэлектрический эффект. То есть это кристалл, имеющий обратимые электромеханические связи
электрической поляризации и механических деформациях в различных средах. По-моему, все просто. Давайте смоделируем примитивную визуализацию и схематично разберемся, как это работает. Вот плывет лодка, на ней работает эхолот, который подает электрический импульс с заданными свойствами на пьезоэлектрический элемент датчика эхолота. Кристалл деформируется, излучая звуковую волну, которая проходит сквозь толщу воды, достигает дна, отражается от поверхности дна, возвращается в сторону лодки, попадает на сонар, вызывая его деформацию, и в результате прямого пьезоэлектрического эффекта возникает электрическое поле, которое считывает эхолот. Компьютер эхолота делит пополам время с момента излучения импульса до приема его отражения и умножает на скорость звука в пресной воде 1485 метров в секунду. Получает глубину в метрах, которую и выводит на экран. Нужно отметить, что минимальное количество тактов за одну итерацию цикла в классическом эхолоте минимум 4. Первый – излучение звукового сигнала. Второй – так называемое остывание, то есть возврат кристалла в изначальное состояние после деформации. Третий – прием звуковых сигналов. Четвертый – снова остывание. Именно поэтому на глубинах менее полуметра у нас перестает работать отображение глубины, так как за 600 микросекунд пьезоэлектрический элемент и электроника эхолота просто не успевает переключиться с режима передачи на прием. Это очень упрощенно и очень примитивно, но на данном этапе этого будет достаточно. В дальнейших выпусках мы более подробно изучим и эти моменты. Далее. Внутри датчика мы наблюдаем пьезоэлементы сонара бокового сканирования. На рентгеновских снимках из-за экранирующего корпуса боковиков было трудно понять, сколько кристаллов используется, 1 или 2. С сотрудниками клиники Style S мы провели дополнительное, более филигранное рентгенологическое изучение с помощью ручного визографа. Но, к сожалению, это сильно не помогло, и пришлось все же распиливать датчик. Выражаю отдельную благодарность лодочному сервису Rubbots. Несмотря на сильную токсичность выделяемых газов при распилке, парни самоотверженно помогали, в общем, жуть. По итогам выяснилось, что для бокового сканирования используется все же пара кристаллов. Кристаллы в поперечнике имеют квадратное сечение 3 на 3 мм. Обратите внимание на то, что излучатели бокового сканирования расположены не параллельно друг другу, а под углом. Это любопытно. Получается, что все мы многие годы были введены в заблуждение о том, что датчик Active Image 3 в одном можно устанавливать и задом наперед относительно движения лодки. А все из-за того, что в меню эхолота имеется настройка, позволяющая развернуть показания датчика. Но, как видите, вскрытие показало, что эта настройка предназначена либо для головных устройств, которые обращены задом наперед, например, расположены на корме, либо для датчиков других моделей, конструкция которых позволяет этот разворот выполнить. В общем, передаю привет всем, кто установил датчик Active Image 3 в одном, с задом наперед, заведя подлодку, ну там кармашки и вот это вот все. Далее. На дне датчика по центральной оси установлены излучатели нижнего сканирования, выполненные в виде параллельно последовательной пары элементов, каждый из которых состоит из одного кристалла. Знаете, я уже представил шквал комментариев типа «У меня уже год стоит датчик задом наперед и все работает отлично». Ну и вот эти все споры. Пожалуйста, посмотрите на датчик еще раз и сами ответьте на вопрос. Расположение элементов бокового сканирования подразумевает реверсивную установку датчика. Вот и славно. Теперь давайте посмотрим на новый датчик HD от Lowrance. Вот так он выглядит на рентгеновском снимке. У него тот же классический сонар. Однако в глаза бросается то, что количество излучателей бокового сканирования у него увеличено вчетверо с каждой стороны. И теперь они расположены не под углом, как это было с датчиком Active Image, а строго параллельно друг другу.
К сожалению, не удалось найти заведомо неисправный датчик, а резать новый рука не поднялась. Поэтому данная реконструкция сугубо предположительная, основанная на рентгенографии и требует уточнения некоторых небольших деталей. В будущем все же нужно распилить. Любопытно, излучатель нижнего сканирования тоже претерпел изменения. Теперь он состоит из одного элемента и расположен под углом. А вот тут непонятно. Учитывая конструктив, данный датчик можно разворачивать в противоположном направлении? Или нижнее сканирование не будет максимально корректно работать? С одной стороны, на работу нижнего скана это не сильно повлияет. И об этом мы поговорим в выпуске о нижнем сканировании, где вы поймете, в чем заключается различие работы нижнего сканирования от бокового. С другой стороны, на этот раз производитель сделал асимметричным корпус датчика относительно движения лодки, как бы намекая, не нужно его ставить задом наперед. Теперь давайте посмотрим на датчик HD Fish Reveal. Кстати, он тоже асимметричный. И с первого же взгляда становится ясно, что он имеет значительные конструктивные изменения. Классический сонар в виде таблетки отсутствует и теперь состоит из 64 вертикальных элементов. Завораживает, да? Мало того, в конструкции появились пока непонятного назначения какие-то странные элементы. Тут без вскрытия точно не разберешься. В общем, пока только реконструкция на основе рентгена. Ладно, также на рентгене мы посмотрели и на датчик Triple Shot HD. Он явно унаследовал элементы бокового сканирования от датчика HD, но вместо параллельных двойных элементов они удлинены. Вероятно, это сделано для того, чтобы расположить конструктив в очень тонком корпусе. Наши постоянные зрители помнят выпуск про тесты на воде Eagle и Hook Reveal. И вот, глядя на рентген, становится ясно, почему в тестах классический сонар Hook и Eagle настолько уступал HDS Pro. Мощность усилителей холота в разы меньше, и элемент классического сонара уменьшен в соответствии мощности. В целом правильно, нет смысла делать сонар мощнее, если прибор его не потянет. Ну что тут поделать? Такова жизнь. И, конечно же, мы провели рентгенографию датчика GT56 от Garmin. И тут настало самое время поговорить о качестве. Мощная корпорация Umbrella, Garmin, может себе позволить более крепкие и плотные материалы, а также максимальное качество и аккуратность исполнения сборки, пайки и вот этого всего. В то время как Lowrance для снижения цены не сильно заморачивается, просто кидает компоненты в форму и заливает их достаточно рыхлым компаундом. Посмотрите, насколько более плотный компаунд у Garmin и насколько прозрачен у Lowrance. Гляньте на максимально профессиональную каркасную сборку Garmin и на то, как косовато уложены разрозненные элементы у Lowrance, как кривоватенько впаяны компоненты на плату, и несмотря на то, что в датчике HD кросс-плата стала поинтересней, все же чувствуется небрежность. И способ изготовления датчиков различен. Garmin полностью собирает свой датчик в корпус из качественного пластика и лишь затем заливает компаундом вот в это заливное отверстие, в то время как датчик Lowrance имеет лишь условную верхнюю крышку, выполненную, наверное, из полиэтилена, в которой предварительно установлены закладные гайки для крепления. Затем вместе с содержимым вот это вот все кладется в форму, и через вот эти отверстия заливается смолой компаунда. То есть максимальное упрощение производства для снижения цены продукта, к сожалению, в ущерб качеству. Кстати говоря, следует обратить внимание на то, что схема элементов бокового сканирования у GT56 приблизительно такая же, как у датчика Lowrance HD.
А ведь 56-й датчик значительно старше HD. И тут возникает вопрос, а не подсмотрел ли Лоуренс схемотехнику Garmin? Ну это так, из серии теории заговоров. Ладно, ну а в датчике Triple Shot, напротив, присутствует корпус, но отсутствует крышка и отсутствует кроссплата. Сонары тупо заливаются компаундом прямо в корпус. И отдельно рассмотрим датчик HV100 Raymarine. К сожалению, на стол рентгенолога он не попал, но распилить нам его удалось. И вот что мы обнаружили. Raymarine вообще не стал заморачиваться с нижним сканированием и максимально сосредоточился на боковом, который состоит аж из 5 элементов. Не исключено, что помимо прочего они используют диаграмму направленности. Но так или иначе, по всей видимости, именно такая компоновка позволяет одновременно считывать показания с бокового сканера на различных частотах одновременно. А вместо нижнего сканирования они используют пересечение правого и левого бокового луча. Затем программно выводят срез толщи воды на экран. Поэтому у Raymarine отсутствует характерный горбик между нижним сонаром и боковым. Более того, этот датчик является и 3D-сканером, то есть компоновка и хитромудрость боковых датчиков максимально продвинутая. Классический сонар у них тоже необычный и имеет центральное отверстие в пьезокристалле. На этом необычности не заканчиваются. У них и составной корпус, надежно удерживающий элементы, и внутренняя, и внешняя заливка компаундом в ванной. Мало того, снаружи датчик покрыт бархатистым противоскользящим материалом. Он очень приятен на ощупь, но представить не могу, для чего понадобилось это покрытие. Они бы его еще позолотой покрыли. В общем, у Raymarine все не как у людей. Ладно, также мы сделали снимки и датчиков живого взгляда LVS-34 и Active Target 2. Но это материал для отдельного видео. А в ближайшем выпуске, посвященном именно этой тематике, мы подробнее поговорим о так называемом классическом сонаре. Как он работает, что такое чирп, откуда берутся дуги на экране эхолота, как правильно устанавливать и регулировать положение датчика и еще много чего интересного. А я напоминаю, что оборудование для этого обзора предоставлено магазином Александр Ховрина, в котором для подписчиков нашего канала предоставляются скидки. Поэтому сейчас же подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Да. Ты усыпил кошку. Ну да. Пилите, Шура, пилите. Они золотые. Ну надо же. Столько усилий.